Всем привет! Сегодня вторник, а значит я отвечаю на вопросы подписчиков. Зачитываю. Что за странное название для воскресных роликов? Ментальное здоровье. Отпугивает народ. Надо как-то поменять. Обычный средний человек, вот как я, не имеет ментальных проблем, но имеет психологические. Ну или если вам так важно иметь это словосочетание «ментальное здоровье», ну ок, пусть будет, но добавьте расшифровку. Например, «ментальное здоровье. Как не слететь с катушек в этом безумном мире». Здесь идет отсылка к фильму 60-х. Для примера предложил вариацию названия. Ну что я могу сказать? Да, действительно, словосочетание «ментальное здоровье» отпугивает других людей. И в этом, конечно, большая проблема. И, наверное, это была одной из основных причин, почему вообще появился этот YouTube-канал, чтобы иметь возможность говорить о любых вещах. Ну, раз уж мы об этом заговорили, то я сначала расскажу о своем отношении к этой теме, а потом анонсирую некоторые изменения, которые произойдут на канале. Да, термин «ментальное здоровье» звучит очень отталкивающе, но на самом деле это самый правильный термин, который только можно подобрать к той тематике, о которой я говорю. Потому что ментальное здоровье, оно не про психические заболевания, оно про здоровье. Вот я вам сейчас даже зачитаю этот термин из Википедии. Это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Содержание понятия не исчерпывается медицинскими и психологическими критериями. В нем всегда отражены общественные и групповые нормы, регламентирующие духовную жизнь человека. Ну, в общем, это не столько про психические заболевания, сколько про ваше состояние души, ума и вообще ваше психологическое самочувствие. Я уже как-то говорила о том, как важно менять смысл слов, которые нам не нравятся, на тот, который нам нравится. Я об этом говорила в своем видео про вот эту овцу. Поэтому, если я дальше буду продолжать снимать ролики на эту тему, я буду использовать термин «ментальное здоровье». Я хочу, чтобы люди начали привыкать к этому термину, не считать это чем-то постыдным и научиться говорить об этих вещах. Ну а теперь об изменениях на канале, связанных с этим. Как вы знаете, две основные темы моего канала – это путешествия, в основном путешествия на выходных, и ментальное здоровье. И эти две темы, они не очень-то соотносятся друг с другом. И как я не пыталась объединить это одной темой и назвать это поиском радости в своей жизни, у меня не получается это сделать. Поэтому этот канал постепенно уходит больше в сторону путешествий. Я все меньше буду снимать ролики про ментальное здоровье. Я, наверное, закончу пока все серии, которые планировала. Вот. Ну, напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Может быть, вам будет очень не хватать именно этой моей рубрики. Поскольку это была одна из основных причин, которая побудила меня создать этот YouTube-канал, я к этой теме обязательно еще вернусь. Я точно пока не знаю, в каком это будет формате. Возможно, я подожду, пока мой канал про путешествия разовьется до той степени, что я смогу говорить о любых вещах. Возможно, я заведу отдельный канал, который будет специально посвящен этой теме. Пока это все, что я вам хотела сказать. Путешествуйте, ищите радость в своей жизни. С вами была Любава. Всем пока!